联系的唯一希望。他还得给出不代表着陨落。这两条路，我该如何抉择？该轮到我了。你将在绝望中沉。Ло Фэн начал испытания в ледяной тюрьме, создав новую мощную технику и легко победив одного из 10 королей. Затем появился могущественный Серебряный Глаз, один из 5 великих гигантов. Судя по официальному трейлеру 201 серии, Ло Фэн яростно сражается с Серебряным Глазом, успешно пережив бесконечный цикл иллюзий. Кроме того, Ло Фэн заключает сделку с Серебряным Глазом, получая сокровище — гигантский топор. Что ж, рассмотрим это подробнее. Серебряный Глаз, один из 5 гигантов, искал Ло Фэна, пока тот находился в уединении. Теперь, когда Ло Фэн только что завершил битву с Королем Грома, Серебряный Глаз прибыл с превосходящими силами, намереваясь заставить Ло Фэна отдать свой анонимный аккаунт виртуальной вселенной, иначе он убьет его. Однако Ло Фэн не боится угроз, тем более что он создал новую, абсолютную технику и, естественно, хочет найти сильного противника, чтобы опробовать ее. Ло Фэн и Серебряный Глаз тут же вступили в ожесточенную схватку. Серебряный Глаз применил свой коронный прием — ладонь бога смерти, гигантскую руку, опускающуюся с неба, чтобы сокрушить Ло Фэна. Спецэффект был весьма впечатляющим. Однако Ло Фэн не был слабаком. Он ответил ошеломляющей силой, легко отразив ладонь бога смерти. Серебряный Глаз — непобедимый король. Во всей ледяной тюрьме, кроме 5 гигантов, практически никто не может противостоять его технике бога смерти. Но Ло Фэн смог, да и еще выжил. Это заставило Серебряного Глаза немного насторожиться. Тогда он перестал сдерживаться и напрямую применил свой сильнейший прием — бесконечную иллюзию реинкарнации. Все взгляды Серебряных Глаз распахнулись, обратившись к Ло Фэну, мгновенно попавшему в ловушку ментальной силы. Этот прием назывался бесконечным циклом иллюзий. Всякий раз, когда он его использовал, враг был обречен на гибель. Попадание Ло Фэна в эту ловушку заставило всех остальных затаить дыхание. Однако Ло Фэн прошел испытание Звездной башни и совершенно не боялся иллюзий. Благодаря своей огромной силе воли он успешно прошел бесконечный цикл иллюзий, что немало удивило Серебряный Глаз. 2 самых мощных приема Серебряных Глаз оказались неэффективны против Ло Фэна. Вместо этого Ло Фэн тайно использовал силу Великого Радужного Короля во время своей контратаки, в результате чего Серебряный Глаз потерял 1/1000 своего божественного тела, не нанеся существенного урона. Это заставило Ло Фэна осознать, что его боевой мощи недостаточно, чтобы сокрушить непобедимого короля Серебряного Глаза. В итоге он смог уйти. Ло Фэн, чувствуя, что у него есть рычаги воздействия, отправил телепатическое сообщение, предлагая обменять его анонимный аккаунт виртуальной вселенной на ценное сокровище. Хотя поначалу Ло Фэн не питал больших надежд Сынь Мо, они заключили сделку. Во внешнем мире за одно сокровище можно купить бесчисленное количество анонимных аккаунтов виртуальной вселенной. Но, к сожалению, это ледяная тюрьма, где Серебряный Глаз провел десятки тысяч лет, страдая от одиночества, которое сводит его с ума. Стоит отметить, что отчаянная охота Серебряного Глаза за Ло Фэном и его попытки завладеть сенсором виртуальной вселенной были всего лишь ради того, чтобы скоротать время, играя в игры. Серебряный Глаз предложил гигантский топор в качестве сокровища, обменяв его на датчик виртуальной вселенной от Ло Фэна. В итоге он обменял сенсор на ценное сокровище, которое можно было использовать для игр и времяпрепровождения. Ло Фэн посчитал это очень выгодной сделкой и отправился прямиком к лорду города Хаоса, чтобы начать новый этап уединенного совершенствования. Перед тем, как отправиться в уединение, лидер города Хаоса посоветовал Ло Фэну не тратить силы на становление псиоником, поскольку Ло Фэн уже был черным воином и владел путем звериного бога. Лорд города Хаоса хотел, чтобы Ло Фэн следовал пути мастера боевых искусств,
В понимании лорда города Хаоса, псионик, следующий путем звериного бога, не мог достичь уровня мастера вселенной. Однако, столкнувшись с руководством лорда города Хаоса, Ло Фэн впервые ослушался его. К счастью, лорд города Хаоса не злится. Напротив, он поощряет Ло Фэна продолжать попытки, и Ло Фэн возвращается к своему уединению. На этот раз Ло Фэн провел в ледяной тюрьме более 2000 лет, обретя колоссальные преимущества. Он не только постиг вторую форму высшей техники боевого пути, стратегию яркой луны, чья сила не уступала силе Млечного Пути, висящего в небе, но и постиг вторую форму проповеднической диаграммы мириадов звезд пути духовного мастера. Теперь Ло Фэн больше не боялся ни ближнего, ни дальнего боя, а его боевая мощь приближалась к мощи непобедимого короля. Даже владыка города Хаоса считал Ло Фэна исключительно талантливым. Пока Ло Фэн более 2000 лет отшельничал, совершенствуя свои боевые искусства, его разыскивал демон-король Тянь-Лан, владыка Южной ледяной тюрьмы. После 1000 лет бесплодных поисков Тянь-Лан все больше тревожится и предлагает награду по всей ледяной тюрьме за местонахождение Ло Фэна. Награда была назначена не за его убийство, а для того, чтобы мобилизовать всех влиятельных лиц ледяной тюрьмы. Любой, кто сможет найти Ло Фэна и привести его к нему, будет находиться под его вечной защитой. Более того, чтобы заверить Ло Фэна в том, что не причинит ему вреда, Тянь-Лан даже публично поклялся не тронуть Ло Фэна. Демон-волк так стремился найти Ло Фэна, потому что знал о сделке между Ло Фэном и Серебряным Глазом, и что у Ло Фэна все еще есть сенсор виртуальной вселенной. Волк практически умолял Ло Фэна заключить сделку и купить еще один сенсор. Однако, в отличие от Серебряного Глаза, который просто играл в виртуальную игру, Волк хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал бедствия, надеясь, что демоны пришлют кого-нибудь на помощь. Закончив уединение, Ло Фэн встретится с Тянь-Ланом. Они будут плести интриги друг против друга, и Ло Фэн получит очень ценное сокровище – жетон наследия Зверобога. Теперь Ло Фэн собирается отправиться в секту богов-предков. Как всегда, Пожиратель звезд радует интересными сериями. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!